Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. В дни фэшн-марафона недели моды в Милане было тепло и сыро, но на подиуме вдруг стало не по сезону жарко. А все благодаря бренду Роберто Кавалли, который буквально воспламенил атмосферу показов, устроив горячую презентацию коллекции осень-зима 2025-2026. Новая линейка модных образов так и называется «Здесь становится жарко». И уж поверьте мне на слово, друзья, жара там была во всех смыслах. Нынче креативный директор Фаусто Пулизи решил пригласить нас в Помпеи. Туда, где жизнь замерла почти 2000 лет назад, где страсти кипели так, что даже Везувий не выдержал. Именно это место вдохновило дизайнера, ведь он, как настоящий эстет, всегда ищет идеи для модного творчества в культуре. Фаусто фотографирует мрамор в церквях, изучает архитектурные детали, старинные постройки, коллекционирует впечатления, а потом переносит эти формы и текстуры на ткань. И вот сегодня Помпеи. Древний город, который Пулизи впервые увидел в детстве и который навсегда сохранил в своем сердце. Его новая коллекция – очередное бесспорное доказательство, что история и современная мода идут рука об руку. К слову, накануне показа археологи среди руин Помпеи обнаружили огромный фриз с изображением восторженных последователей Диониса, греческого бога вина. Устроить презентацию буквально на следующий день после исторически важного открытия многие в фэшн-среде посчитали не таким уже и совпадением. Модное действо состоялось в затемненном пространстве, где красно-багровый свет фонарей освещения напоминал отголоски огненных вспышек на склонах Везувия. Подиум был покрыт серой графитовой крошкой, очень похожей на вулканический песок, который еще теплится под ногами. И вот на эту дорожку одна за одной выходили модели. Они словно бродили по городским руинам. Можно было заметить, как на одежде отражаются всплески раскаленной лавы. Особенно ярко это проявилось в финальной части модного ряда, где в рисунке по ткани, будто на фото, удалось запечатлеть стекающие реки расплавленной горной породы. Однако не менее колоритно смотрелись наряды в темно-красной и золотисто-песочной палитре с фактурой и принтом, очень схожими с уникальными фресками, которые сохранились до наших дней на разрушенных стенах Помпеи. Из самых роскошных вариантов мне бы хотелось отметить платье из темно-красного бархата деваре и кожаную брючную двойку с эффектом градирования цвета. А вот хищный пятнистый узор под леопарда в исполнении бренда Роберто Кавалли уже давно не исключение, а правило. Ведь звериные принты – одна из визитных карточек дома моды и в общей гамме оттенков воспринимается как база. Какую бы тему ни выбрал дизайнер для очередного фэшн-спектакля, без анималистики здесь никуда. Нынче место нашлось и для популярного в этом сезоне рисунка под кожу питона. Отдельным блоком выделяется центральная часть коллекции, на создание образов которой дизайнера вдохновила живописная природа южной области Италии. Местная флора и фауна подсказала идеи для очаровательных аутфитов в сине-зеленых тонах с растительным принтом, с цветочной вышивкой и аппликацией, с мерцающим золотом и блеском пайеток. В силуэте читаются предпочтения модельера к голливудскому стилю 40-х. Пиджаки и рубашки с драматичными плечами выглядят так, словно их шил Адриан, легендарный художник по костюмам. Сегодня Фаусто Пулизи предложил всем нам ненадолго окунуться в эпоху старого Голливуда, только через призму древнеримской культуры. Конечно, о новом гардеробе бренда можно сказать: слишком театрально, слишком символично, помпезно, да и прочие слишком. К чему вот эти змеи и тигры на сумках, или массивные украшения из золота, жемчуга и черных камней? Что здесь ответить? Давайте честно, друзья, без этого не было бы именитого дома моды с его немного диким, дерзким и смелым характером, с его энергией, максимализмом, который Пулизи сегодня превращает в современный диалог с историей. Несмотря на осенне-зимний сезон, коллекция действительно получилась жаркой, как извержение вулкана Везувий. Вот, пожалуй, именно за это мы и любим Роберто Кавалли. Приятного вам просмотра, мои дорогие подписчики и гости канала. Не забудьте оценить видео лайком и поделиться своим мнением в комментариях. Всем красоты, только положительных теплых эмоций и солнечного, позитивного настроения.